Приветствую, друзья, на YouTube канале Алекс Титанов и его безумие. 1 на 1 борьба, неравная борьба человека и сумасшествия. Как вам такая заставка? Заинтриговал? Разумеется, нет. После третьего моего слова ровно на 4 секунды вы отключили это видео и не досмотрели, разумеется, его до конца. А в самом конце моих видео самое говнище, самое неинтересное говнище начинается. Короче, у меня тут нарисовалось немножко свободного времени в виде недельки свободного времени. Короче, я планирую эту недельку уделить интенсивному велосипедокатанию. Погода на улице говно, и всю неделю будет говно, но дождь будет только завтра. Так что посему, может быть, получится немножко накатать. Я сейчас потренил, покушал, надо поехать растрясти. Думаю, поехать поискать тот тайник, который я не нашел в субботу. Это в субботу было? Вот такой вот план. И проехать километров 50. Погнали! Погнали, друзья. Километров 50. Может, на этой неделе что-то получится побольше проехать. Не знаю, потому что стоит каждый день ветер, ураган. Сегодня только ветра нету, завтра дождь с ураганом, послезавтра просто ураган. В пятницу вроде бы нету урагана и дождя. Может быть, сейчас вот покатаю каждый день, накатаю, войду в колею, и может что-то в пятницу серьезное прокачу. Серьезное это для меня это уже от 150. Ну, зарекаться не будем, посмотрим, как оно получится. Погнали. Пока я собирался, тренировался, кушал, уже опять дождь пошел. Ну, пофигу. Не знаю, хотелось бы записывать короткие видео, максимально по полчаса. Вроде ничего такого не рассказываю долгого. Конкретный дождь уже начинается. Бляха-муха. Фердамте шайсе! А в итоге получается видео не меньше часа. Это, казалось бы, надо брать что-то там удалять, что-то не очень важное, а потом посмотришь, что наснимал. Если удалить одно, то и получается и другое, и третье, и все надо удалить, потому что оно все одинаково не важно и одинаково важно. Поэтому я даже не знаю, что именно удалить. Просто я еду, что-то болтаю на камеру, и все. Получается, не болтать, что тогда снимать? Одну и ту же, деревья, зелень. Кому это будет интересно? Хотя, дилемма. Если вот так серьезно задаться вопросом, когда начаться дождь? Вот сутки, утром, вечером, в обед, когда лучше? Сука, разумеется, когда я выехал на велосипеде, тогда самое время. Вот, в аккурат, сука, я вышел из дома и пошел дождь. Причем он мне дал еще подальше доехать, проехать, чтобы не спугнуть. Правда, я не испугливых, меня хрен испугаешь этим дождем. Фу. Ну вот, как только я выхожу, то есть я вышел, он такой чуть-чуть такой моросит такой. Я слегка морошу здесь, все в порядке, не бойся, езжай. И такой пару километров отъехал, такой, блядь, ливень, на тебе, сука. Твою ж дивизию. Короче, хочется делать видео короткими, но я использую поездки на велосипеде как какую-то терапию, которую я сам себе устраиваю, такую психологическую разгрузку. То есть я болтаю на камеру, не то чтобы свои проблемы, это скорее старческое бурчание по большей части. Но проговаривание вслух, вообще разговаривание вслух имеет очень хороший терапевтический эффект для разгрузки психики. И получается, я болтаю, разгружаю эту свою психику на этом велосипеде, набалтываю на час времени. И что мне потом с этим всем делать? Удалять? Нет уж.
смотрите. То есть, понимаете, психопомощь самого себя заключается именно вот в этом проговаривании вслух. И разговаривать вслух просто с самим собой, ну так и до психушки недалеко договориться. А когда ты говоришь на камеру сам с собой, то это же совсем другой расклад, совсем другое дело. Тогда ты блогер, уважаемый человек, целеустремленный, бла-бла-бла. И ты можешь просто на законном основании болтать сам с собой, если ты включил камеру и снимаешь сам себя, просто на законных основаниях. Значит, ты вообще красавчик, молодец. Что я и делаю. У-ху! Ура! Юпи! Этот метод подсмотрел, да, все это все давно известно, что надо вот вслух там говорить. Это все как бы не секрет, но вот где это работает, как это работает в деле, это я увидел здесь, вот на этой работе, на которой я сейчас работаю уже 5 лет. Если зайти в цех, особенно на вечернюю смену к нам, какому-то незнакомому постороннему человеку, он подумает, что он зашел в дурдом. То есть кто-то млеет, кто-то мычит, кто-то гавкает, кто-то мяукает. Ну, это мужики взрослые, там, самому младшему там лет 30, а так 40, 50, 60. И это делается громко. Вот кто-то работает, ну, то есть работа такая, не то что, ну, сборка. Она и не монотонная, но и не веселая. И кто-то просто, есть вот у меня чувак один, он работает, а потом как заорет: «Юпи!» И потом вот, или вот «Юп!» Очень-очень громко, вот, это огромная халя, ангар такой у нас. Вот именно на весь этот ангар. Это такая психологическая разрядка. И я такой думаю, блин, что за придурки? И сам потихоньку втянулся в это. И то мяукаешь, то гавкаешь, то чье-то имя просто произносишь, что какую-то, блин, просто дюн-6, ну, бессвязную херню. Главное, чтобы это было громко, спонтанно и шло откуда-то снутри. То есть без натяжки, без выдавливания из себя. А вот просто ты работаешь и такой мяу, мяу. И кто-то на другом конце там подхватывает мяу, мяу. Но это самое простое. Звуки издаются просто какие хочешь, кто на что горазд. И это так хорошо действует. Ты снимаешь внутри все зажимы и напряги. И как, если обычная смена на других работах, блин, ты к концу дня так устаешь, потому что у тебя этот мыслекрай в голове, этот мысленный, этот, как это по-русски-то, ну, бесконечный круг этих мыслей, он за 8 часов подгружает тебя, и ты начинаешь уставать, ты начинаешь энергию терять. А благодаря этим спонтанным, непроизвольным выкрикам, мычанию, это какая-то происходит расслабление организма и психики, и ты не так устаешь. В общем, это действует очень классно. И вот я на велосипеде занимаюсь тем же. Болтаю вслух. Просто пуще прежнего, я уже мокрый насквозь. Уже думаю, блин, может 30 их сегодня хватит. Еду, размышляю, повернуть обратно или добить полтинник. Тут еще деревья хотя бы не так сильно. Сейчас я дальше выйду, в общем, по поля. И я просто буду тогда до трусов. Я что хотел сказать, что это особенно в этом мычании членораздельном на работе преуспел Ральф, просто он красавчик. Это генератор просто случайных фраз, и у него всегда хорошее настроение. Вот он мекеровый, жалуется, и он каким-то чудом у него получается сохранять всегда хорошее настроение. Он просто вот има вайтер, или там Андерес рум. Вот он работает и между делом има вайтер, гастробайтер, Андерес рум. Кому-то, никому, вот куда-то, мне или кому-либо. Андерес рум, фертик верден, ну, то есть в другую сторону. Или фертик верден, ну типа доделывай. Или там има вайтер, типа всегда дальше.
вот такие случайные абсолютно. Или просто может там часами. Алекс! Алекс! Просто. Я сначала, блин, меня это задалбывало. А потом я тоже начал играть в эту игру. И тоже всякие случайные просто фразы. Ральф, коммекер, например. Типа, Ральф, давай жаловаться, иди жаловаться. Или там склонять по-всякому по-разному его фамилию, имя. Как он мои склоняет, там, он меня тоже любит. Дружно, бражно, бражно, дружно. Вот какую-то хрень он себе придумал из польского языка, видимо. И ему кажется, что это вот на украинском. И он мне такой: Алекс, дружно, бражно, бражно, дружно. Или, короче, такую хрень, спонтанную просто, абсолютно. И это имеет терапевтическое просто очень хорошее свойство. Терапевтическое, я не договариваю, на что и для чего. Думайте сами. Работает. Я сегодня сидел, все, смотрю, дождя не было, утром слегка поморосил, все, больше, наверное, не будет. Это такая погода будет. Сегодня посмотрел прогноз погоды, просто подробно, почасово. Все, дождя не будет. Блять, ливень. Вот я выехал из дома, ливень. Я мокрый до трусов уже. Пиздец. Еду полтинник. Что делать? Снимаю эти наушники, потому что в них невозможно ехать, потому что они сенсорные. И капюшон начинает, дотрагиваться до них. И начинают шпиновать, гнать просто жестко. Включаются, выключаются, опять включаются. Тише, громче, громче, тише, сука. Они меня сводят с ума. По-моему, у меня есть еще в куртке, говорю, в сумке проводные наушники. Ну, блютусовские, но с проводом, не сенсорные. Как-то без музыки, конечно, грустно ездить. Вы меня спрашивали, что у меня здесь есть. Платки, штатив, ручка, очки. Сейчас очки мы-то и оденем, чтобы найти наушники. Так. Дальше провода для зарядки. Вот так вот все придется сейчас доставать, потому что это хрен, что найдешь. Шоколадка. Ого, прикольно. Аккумулятор дополнительный. Все, наушников нету. В другой сумке. Очки солнцезащитные. Эх, жаль. Ну как так-то? Ману. Друзья, 1 июля. 1 июля. Ага. Я и рассказал, все, это так теперь все время будет. Не будет больше лета, как раньше. Из-за глобального потепления. Я теперь вижу, что все это ничего не развод. Реально изменилась погода абсолютно. Абсолютно и реально изменилась. Нет больше тех лет, как раньше. Даже здесь, в Германии, раньше у нас лето было как лето. Мы ходили на пляж. Все лето ходили на пляж. Еще буквально каких-то лет 5 назад. Мы все лето, начиная с мая, уже ходили каждый день на пляж. А сейчас все, какой пляж, каждый день дожди. Температура 16-17 градусов. Не будет больше тепла. Все время будут дожди. И будет, конечно, только хуже. Сори, не хочется быть вот этим вот старым занудой, но факты все указывают на то уже, которое лето, нету лета. Комаров в лесу просто очень много, это ненормально, столько не было раньше. Сейчас в лес просто зайти невозможно, они просто облепливают, потому что повышенная влажность месяцами, неделями напролет. И они размножаются со скоростью звука. И катастрофа. Я смотрел передачу, там рассказывали о последствиях со временем, там, через 50-100 лет от глобального потепления. И там один из пунктов — кровососущие насекомые. Они размножатся до такой степени,
что это станет угрозой и проблемой, друзья. Я уже вижу. Ну, не было такого раньше, чтобы зайти в лес невозможно было. Сейчас зайти невозможно, они облепливают. Вон то ли аист, то ли кто в поле. А вот там я не вижу, что там такое. То ли навозная куча, то ли живность какая-то коричневая отдыхает. Близнячков не вижу. И все. Тут ты эту погоду, ну да, ты там раньше ходил на пляж, но сейчас не ходишь. Для тебя это не экстремально, тебе уже под 40 лет. Ну ты можешь обойтись и без пляжа, и без моря. А когда ты на велосипеде ездишь, ты эту погоду очень остро чувствуешь и воспринимаешь. Ты точно знаешь, какая была погода на той неделе, в том месяце, потому что ты всегда на улице. Ты либо мокнешь, либо от жары там сохнешь. На тебя эта погода конкретно воздействует напрямую, когда ты на велосипеде часто ездишь. Поэтому я так часто про эту погоду упоминаю, что у нас постоянные ветра тоже. Раньше такого не было, что каждый день все время ветер, 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 ветер. В общем, я еще, наверное, пару лет вот так помыкриваю, поною, повозмущаюсь на погоду. Постепенно надо будет подстраиваться, утепляться, одеваться, дождевики, бля-бля-бля, потому что я вот уже 4 года интенсивно езжу, до сих пор еще нормальный дождевик не купил. Вот так вот. Это говорит многое обо мне, да, правда? Смотрите, какая красота. Поля, поля, поля. Дождь то прекращается, то снова начинается. Вот он сейчас снова начался. Опять не договорил. То есть ты когда просто дом, работа, дом, то тебе как бы те дожди, те ветра и до лампочки. Ты пошел, отработал в помещении, если ты, конечно, не работаешь на улице. Отработал в помещении, в машину сел, домой приехал в помещение, поспал, поел, посидел, потупил. Опять поехал на работу в машине, опять поработал, и так неделями, месяцами, годами. И так как тебе уже, повторюсь, возраст, тебе уже то море и не принципиально, ты можешь обойтись и без него, в принципе. А когда ты на велосипеде, ты каждый этот дождь воспринимаешь как личное оскорбление, или каждый этот ветер. Ты, вот вы представьте, ты выходишь прокатиться, получить какие-то позитивные эмоции, удовольствие, наслаждение. А тут, сука, встречный ветер с дождем, блядь. Это как если бы ты вышел, и там какой-то стоял мудак, и такой, блин, всю дорогу бежал бы за тобой и толкал тебя в обратную сторону, и еще поливал, блин, грязью и водой. Это бесит и раздражает. Когда особенно это каждый день, ты такой, блядь, да Коля! Это уже просто вот здесь вот так вот и стоит вот здесь по горло. Это погода гребаная. Ну и я к тому, что надо будет со временем успокаиваться, просто одеваться правильно, покупать правильные вещи и ездить, катать в правильных вещах. Это, конечно, все равно не решает полностью проблему, но все же лучше, чем просто в обычных вещах ездить мокрым насквозь до трусов. В общем, посыл мой такой, что велосипедистам непросто в связи с этим изменением климата. Придется, друзья. Вот так вот. Еще раз я по этим координатам, по которым я искал в субботу тайник. Я там снимал в прошлый раз тоже поиски. И засунул камеру туда в бочку. Вот этот монумент, постамент. Я туда в бочку засунул камеру, что ни хера не видно. И поснимал камерой внутри с бочки. И когда дома просматривал, монтировал видео, мне кажется, я увидел там тайник внутри. Уже со мной такое было, когда я не мог найти тайник, снимал там в одном месте один тайник под мостом, снимал камерой. Ничего не нашел. В моменте, когда пришел домой, монтировал видео, я увидел на съемках на видео тайник. Так, у меня подозрение, что вывезли этой бочки. По всем описаниям это подходит. Я камеры, когда туда там снимал, там две какие-то херни были. Но больше я ни хера не вижу. Бля, где они?
две какие-то херни были на потолке этой бочки. Блин, надо понимать, что здесь перекресток, и машин ездит. Я как дебил. Здесь ничего нету, блядь. Что, издеваетесь? Нет. О, там-то что? Я сейчас полицию заберу. О, вот он, собака. Это улитка. Так, стоп. Вот эта улитка, по-моему, и есть. Где она здесь? Вот книжка Кэчи. Нет, это настоящая улитка. Живая. Короче, я не знаю, что здесь происходит. Но я нашел логбук, книжку для записей, но не нашел сам тайник. В чем эта книжка? Она просто... Это даже не книжка, это какие-то ошметки от нее. Кэчи Квартер. Ну, то есть это от геокэшинга, но это какие-то ошметки, остатки от тайника. Помечу этот тайник как найденный. Найденный, но не до конца. Блядь, здесь движение такое, капец. Почему я здесь, что полиция? Буду следить за развитием событий на странице этого тайника, посмотрю, что там люди напишут. Не буду писать, что я его не нашел. Хотя можно написать, что я его не нашел, потому что потом подумают, всегда думают на последнего, кто не нашел, что это он там что-то закосячил, запорол, куда-то выкинул этот тайник. В общем, наверное, напишу, что не нашел. Посмотрю, что владелец тайника напишет. Окей, тогда вбиваю координаты другого тайника, надо хоть какой-то найти. Домой. Google Maps не находит второй тайник, интернета по-прежнему нету, сильно медленный для этого. Поехал домой, накатаю полтинник и хватит на сегодня. Все, друзья, всех благ, подписывайтесь, мотивируйтесь и развивайтесь. Пока-пока. Послесловие, друзья. Чуть не забыл, раз я уже болтаю на велосипеде на камеру. Меня недавно просто выморозила одна статья в интернете. Там сейчас есть такое бизнес-направление целое. Это получение гражданства других стран. Ну, то есть все хотят, разумеется, слиняясь с России, с Украины, получить гражданство нормальной страны. И есть люди, которые посредники, которые этим занимаются. Там какое-то Киргизстана,
гражданство Израиля. Короче, они всех стран предлагают гражданство. Все эти схемы там расписаны в Фейсбуке, там есть их несколько таких авторов. И они расписывают за и плюсы и минусы той или иной страны для проживания, там, смены места жительства на ту или иную страну. Ее плюсы и минусы. И там, короче, последняя была заметка про Кипр. Он там какой-то северный, южный Кипр. Детали эти не важны. Меня больше всего поразило то, про как вот эти фирмы, которые онлайн-казино, типа 1BIS и всякие там разные вот эти, я не помню, там какие-то фирмы, которые этим занимаются. На Кинопоиск, когда заходишь в кино смотреть, я просто там в кино смотрю и волей-неволей вижу эту рекламу этих 1BIS, которые Каста рекламируют. Каста, которые все переснимались у Дудя, как либералы, как люди против. Но зато они снимаются в такой рекламе. Казино, онлайн-казино. Неважно. Важно то, что этот 1BIS на Кипре, то есть они все в офшорных этих зонах на Кипре. У них все полуофициальное, такое серое. То есть даже, я бы сказал, официальное. Они платят в Кипру налоги, а косят бабло со всего мира. Вот эти онлайн-казино. И самое, что меня вообще просто выморозило, это вот мое отношение, которое показывает ко всему происходящему сейчас в мире. Что вот этот 1BIS, он строит на Кипре огромные небоскребы. Тысячи работников. Они нанимают самых высокооплачиваемых артистов, чтобы рекламировать свои казино. И деньги текут. Вы только вдумайтесь в это. Деньги текут из-за войны, потому что и с той, и с другой стороны платят хорошие деньги за участие в войне, чтобы люди воевали. И эти деньги в конечном счете и с той, и с другой стороны тратят в этих онлайн-казино. Вот только вдумайтесь об этом. То есть, если раньше там кто-то на этих войнах зарабатывал там, да, на оружии, на всем, то сейчас просто эти деньги и с той, и с другой стороны в конечном счете оседают на Кипре у вот этих вот ушлых ребят. У меня все. Это вот просто занавес. А вы что-то там еще типа за тех или за других. Знаю. У меня просто нет слов даже. Ну и у меня все, собственно говоря. Более стройно сказать, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что нет никакой вообще ни морали, ни принципов, что это все одна пропаганда, и что с той и другой стороны гибнут люди, и все эти деньги с той и другой стороны на войну, ну, соответственно, со стороны Украины это весь Запад, в лице всего Запада противостоит ему с той стороны Россия и ее союзники, там, не знаю, Китай, кто там, Северная Корея, не знаю. Они тратят сумасшедшие деньги на эту войну. И эти все деньги в результате оседают на Кипре у этих компаний, этих онлайн-казино, этих мошенников, по сути говоря, наебщиков, людей вообще без никакой морали, абсолютно. Те погибают, воюют, а эти просто, не просто зарабатывают, они там, надо было видеть, они там строят просто детские сады, школы для сотрудников, небоскребы, целые районы эти онлайн-казино. А кто-то сейчас вот мерзнет в окопе, погибает за это все. И как бы я не вижу выхода, когда это все поменяется. Наверное, когда мы перестанем футбол смотреть
и бить себя в грудь, что мы русские или мы украинцы, когда это все объединится. Не знаю, через сколько это произойдет и произойдет ли вообще, но до того времени это будет какая-то бесконечная история. Одни будут погибать, другие будут на этом жировать. Если я раньше думал, что это такое что-то неосязаемое, типа вот они там наживаются на оружии, там тра-ля-ля, и думал, ну да, блин, а как без этого это оружие надо изготавливать. А сейчас я просто вижу, что оружие это изменилось абсолютно, это стало онлайн-казино. И люди сейчас умирают просто за онлайн-казино, по сути. Ужас, ужас.